Всегда ли милые беззащитные детеныши животных так безобидны? Например, едва оперившиеся беркуты и кукушки в борьбе за большее количество пищи убивают своих братьев и сестер по гнезду. Ужас, скажете вы! А вот тигровые акулы начинают заниматься этим в утробе матери. В этом видео я расскажу о самых опасных детенышах животных. Хотите узнать о водяных саламандрах, которые сначала убивают себе подобных, а потом и свою семью? Тогда смотрите видео до конца. Беркут – крылатое воплощение благородства в природе, стремительно парящее в воздухе, сопровождает человечество своим величием уже многие столетия. Самка беркута откладывает в своем гнезде не более 3 яиц. Борьба за выживание птенцов начинается сразу же. Разница в несколько дней между откладыванием яиц приводит к тому, что первый вылупившийся цыпленок получает преимущество в натуральном отборе. Более крупный птенец атакует своих младших собратьев, оставляя себе основную долю пищи, приносимой родителями. Часто птенцы, вылупившиеся вторыми и третьими, не доживают до первых недель своей жизни из-за агрессии со стороны старших братьев и сестер. Хотя родители могли бы вмешаться, беркуты не защищают своих птенцов друг от друга. Беркут, будучи хищником, предпочитает охотиться на крупную живность, такую как зайцы, мыши и крысы, и часто использует меньших пернатых в качестве пищи. Также в его добычу входят молодняк оленей, овец, телят и коз. Он также охотится на животных больше себя, таких как лисы, волки, косули и олени, а также ястребов. Беркут не боится атаковать жертву, значительно превосходящую его в размере. Беркуту ежедневно требуется до 2 килограмм мяса, но он может продержаться без пищи до 5 недель в случае необходимости. А вы в курсе, что братоубийство естественным образом регулирует популяцию гиен? Самка гиены способна родить до 7 детенышей. Роды происходят примерно через 14 недель после зачатия. Новорожденные щенки обычно размещаются в пещерах или вырытых норах. Интересно, что потомство гиен имеют открытые глаза и острые зубы с самого рождения, которые они используют для установления своего господства. Борьба между ними начинается уже на раннем этапе и продолжается неделями. Взрослые гиены не вмешиваются в эти разборки, поскольку битвы происходят в узких туннелях, которые редко могут проникнуть матери. Около 25% потомства гиен погибает от рук собственных братьев и сестер в течение первого месяца их жизни. Гиены являются хищниками. Основным источником питания для них будет мясо. Ранее считалось, что они питаются исключительно падалью и остатками добычи других хищников. Однако на самом деле это не так. Гиены пятнистые также являются охотниками. Они сами добывают свою пищу, и охота составляет около 90% их пропитания. В их рационе присутствуют крупные травоядные животные, такие как буйволы, газели, зебры, кабаны, жирафы, носороги и даже бегемоты. Кроме того, гиены могут питаться мелкими дикими животными, домашним скотом и падалью. А вот, например, песчаные тигровые акулы играют в голодные игры уже в утробе матери. Эти подводные хищники считаются безопасными для человека, но они демонстрируют агрессивное поведение друг к другу. У самок этих акул имеются 2 матки, каждая из которых производит множество яиц, вылупляющихся внутри. У этих эмбрионов очень быстро начинают развиваться зубы, которыми они атакуют и употребляют в пищу своих собратьев, а также неоплодотворенные яйца. В конечном итоге выживают только по 2 особи, по одной из каждой матки. Именно поэтому песчаная тигровая акула – единственный вид из списка, который убивает своих сородичей до того, как они появятся на свет. К моменту своего рождения эти акулы уже обладают врожденными навыками хищника. Песчаная тигровая акула – кровная родственница грозной белой акулы. Не отстает она от нее и в устрашающем внешнем виде. Даже можно сказать, что она превосходит своих родственников в своей ужасающей мощи. Обладающая 3 рядами тонких, острых зубов, часто видимых в открытой пасти, эта акула заставляет трепетать всех вокруг. Даже в закрытом состоянии ее ротовая полость все равно притягивает взгляды кинжалоподобными зубками. Из мира животных в мир насекомых. Оказывается, что и он не такой безобидный.
безобидной. Капидосома флориданум – это асса-паразит, которая известна своим удивительным способом размножения. Она выбирает в качестве своей жертвы яйцо ночной бабочки и откладывает внутри него одно или два своих собственных яйца. Здесь начинается самое интересное. Эти яйца начинают процесс полиэмбрионии, то есть они клонируют сами себя. Уже внутри яйца образуется огромное количество личинок паразитов от 1500 до 3000 штук. Впечатляюще, не так ли? Но самое запоминающееся в этом процессе то, что некоторые из этих личинок становятся самками-солдатами. Они развиваются больше и сильнее, чем их братья и сестры. Их главная задача – защитить всех остальных репродуктивных личинок. Но что происходит со всем этим огромным количеством личинок-сестер? Вот где становится немного мрачно. Женские личинки ищут своих братьев и съедают их. Всего одного или двух братьев достаточно, чтобы оплодотворить всех их. Это своего рода жертва, которую они приносят ради собственного выживания. Таким образом, личинки-солдатики обеспечивают себя пищей и успехом в размножении. Возможно, не самый обычный и кровожадный способ, но делает Капидосома флориданум настолько удивительным и уникальным в животном мире. В животном мире существует научный термин, относящийся к убийству родных братьев и сестер – сиблицид. Среди популяции среднеазиатских рысей также наблюдается данная патология. Однако, в отличие от гиен, здесь ситуация развивается по-иному. Малыши рыси рождаются слепыми и беззащитными. На ранних стадиях их жизни драки не выходят в привычный репертуар. В их внутреннем мире нет места мыслям о схватках до 2-го месяца жизни. В этот период они начинают переходить на твердую пищу. Молодым рысятам в это время достаточно нелегко, и их рост замедляется. Одной из причин агрессии может быть вызванный недостатком пищи, страх остаться голодными. Но споры и столкновения между ними происходят только однажды. Драка может продолжаться несколько минут или даже несколько часов, но такие случаи не являются типичными и встречаются не во всех выводках. Отличительной чертой рысей в сравнении с гиенами является то, что самая робкая родительская самка сделает все возможное, чтобы разнять схватившихся детенышей. Она будет действовать сурово и решительно, занимая сторону самого уязвимого малыша и после этого не позволяя агрессору приближаться к нему. Рысь – это хищник, способный охотиться на самых разнообразных животных. Она выделяется своей плотоядной природой. Рыси способны убивать добычу 3-4 раза больше своего размера и ежедневно потребляют от 1 до 2 килограммов мяса. Аккуратно выслеживая свою жертву, они приближаются к ней незаметно. Затем они набрасываются на нее, наносят смертельный укус в шею или кусают ее морду до самой смерти. После этого добычу переносят в умело скрытое укрытие, чтобы съесть ее в полном уединении. В поисках кровожадных детенышей обратим свой взор на водную гладь, где обитают тигровые саламандры. Они водятся в природных зонах США, на юге Канады и севере Мексики. Это неприхотливое существо приспособлено к жизни в различных средах – пустынях или полупустынях, хвойных и лиственных лесах, на лугах и даже на полях. Однако основное условие для тигровой саламандры – наличие близлежащего водоема. Она предпочитает рыхлые песчаные почвы. Формируясь из водных личинок или головастиков, тигровые саламандры имеют различия. Из их яиц могут развиваться 2 вида головастиков. Те, кто становятся каннибалами, отличаются большими головами, ртами и более крупными зубами. Они пожирают младших головастиков и развиваются быстрее. Удивительно, что тигровые саламандры способны распознавать своих сородичей, включая братьев-сестер и даже двоюродных братьев. В своей охоте они сначала атакуют других головастиков в одном пруду, перед тем, как напасть на собственную семью. Саламандра ведет одиночный образ жизни. Свою активность проявляет только ночью. В дневное время она спрятана в норах, под корягами или камнями, избегая солнечного света. В октябре она зимует в земляных норах грызунов, но может и сама вырыть себе убежище. Что касается питания, тигровая саламандра – настоящая обжора. Она пожирает огромное количество пищи, включая насекомых, лягушек и червей. Обнаруживая жертву по запаху, она моментально нападает, схватывая ее липким языком. У кого-то есть острый клюв, у кого-то зубы и когти. А вы слышали что-то о птицах, которые защищаются своим желудочным соком? Знакомьтесь, птица-глупыш.
из семейства буревестниковых. Визуально она очень схожа с чайкой и излучает неотразимое очарование. Однако не следует заблуждаться на ее счет. Поначалу может показаться, что птица-глупыш несет в себе некую беззащитность, но на самом деле она обладает невероятной смекалкой и наблюдательностью. Море и глупыши – неразделимые понятия. Глупыши предпочитают оставаться неподалеку от береговой линии, ни на шаг не отдаляясь от своих родных пристаней. Их никогда не влекут просторы океана. Дальше 150 или 180 километров они не летают. Единственное яйцо станет настоящим сокровищем для пары глупышей. Сначала самка, а затем самец будут высиживать малыша, каждый по 3 дня. Тот, кто оседлал гнездо, будет лишен возможности полноценного питания. Как только птенец появится на свет, оба супруга погрузятся в бесконечный поиск пищи. И иногда глупыши перебарщивают с ее объемом. К концу сезона размножения птенцы становятся гораздо массивнее своих родителей, иногда настолько тяжелыми, что не способны взлететь в воздух. Основу рациона глупышей составляют морская пища, планктон, кальмары, креветки и рыба. Если нужно, то и падаль, и рыбные отбросы. В период размножения глупыши могут съедать даже растения. Несмотря на свою безобидность, глупыши обладают способностью защитить себя от нападения врага. Они способны выстрелить в противника необычной маслянистой жидкостью, обладающей неприятным запахом. Даже самые маленькие птенцы обладают навыками снайпера. Это вещество находится в преджелудке птицы и состоит из жирных кислот и триглицеридов. При пониженной температуре воздуха жидкость превращается в воск. Ее цвет может меняться от прозрачного до красно-коричневого. Этот метод защиты глупышей обладает не только эффектом неожиданности и способностью отпугивать неприятным запахом, но и может быть опасным для врага. В случае попадания на перья птицы и застывания на них, маслянистая жидкость склеивается, и птица становится неспособной ни лететь, ни плавать, что порой заканчивается ее смертью от переохлаждения, а сами глупыши не страдают от последствий. Они умеют очистить свои перья от этого вещества. Основная функция маслянистой жидкости заключается в том, чтобы служить своего рода топливом и обеспечивать птицу достаточным количеством энергии для длительных полетов. Она также используется в качестве корма для птенцов. Продолжим наш разговор о пернатых. Вот вы в курсе, что птицы-кукушки убивают своих приемных братьев и сестер из-за большего внимания приемных родителей? Кукушки, будучи усыновленными, известны своей жестокостью в отношении приемных братьев и сестер. Они целенаправленно убивают их или выталкивают их из гнезда, чтобы те могли заботиться о себе сами. Самки кукушек оставляют свои яйца в гнездах других птиц, чтобы заставить их заботиться о своем потомстве. Первый вылупившийся кукушонок начинает изгонять остальные яйца из гнезда и обманывает взрослых птиц, заставляя их давать больше пищи ему. Но следует отметить, что кукушонок действует только по природному инстинкту, и его поведение не является результатом сознательного выбора. Необходимо лишь прикоснуться к его спинке, где находятся чувствительные сосочки. Он сразу переходит в позу выбрасывателя, готовый вытолкнуть любой предмет, который коснулся его. Поддерживая крылышками птенца или яйцо, кукушонок осторожно поднимается к краю гнезда, опускает голову вниз, прижимает лоб к дну гнезда и с силой отбрасывается назад. Неважно, что это будет, яйцо или птенец, брошенный объект сначала поднимается вверх, а затем падает вниз. А кукушонок, освободившись от нежелателей, снова приступает к делу. Может показаться, что его поступки крайне жестоки, однако это необходимо для его выживания, поскольку кукушонок очень прожорлив и удаляет конкурентов из гнезда. Стоит отметить, что через 4 дня инстинкт выбрасывания исчезает, и кукушонок больше никогда не отталкивает беспомощных птенцов или яйца из гнезда. Приемные родители кормят кукушонка весь день, и он быстро растет. Через 20 дней он покидает гнездо, но его преданные родители продолжают его кормить еще некоторое время. Оставшись без матери, он вынужден использовать этот способ выживания. Медоед – это невероятное существо, которого ничто не может испугать.
Он является одним из самых отважных представителей животного мира и способен сразиться с 6 львами одновременно. Даже королевские кобры и леопарды не могут дать ему бой. У него настолько сильная иммунная система, что он спокойно засыпает после смертельного укуса кобры и после пробуждения продолжает обедать этой же коброй. Как говорится, медоеду похер. Этот барсук-медоед – один из самых известных отморозков животного мира. Это подтверждено записью в книге рекордов Гиннесса, где он засветился как самый бесстрашный зверек. Нередко его называют бесстрашным зверьком пустыни. Скорее всего, его отвага связана с уникальными свойствами его кожи, которые позволяют ему атаковать не только змей и пчел, но и варанов, леопардов и львов. Благодаря своей плоти медоед становится опасным противником для этих хищников. Брачные игры медоедов происходят ежегодно, и только в это время можно увидеть самца и самку вместе. После таких игр проходит около 5-6 месяцев, прежде чем самка родит детенышей. Обычно на свет появляется 2 или 3 детеныша, которые питаются материнским молоком. Медоеды каждые 2-5 дней переносят своих детенышей во рту в новые норы, которые они роют в дикой природе. Они находятся в норе примерно 2-3 недели, а затем впервые выходят из своего убежища. Самка учит своих малышей правилам выживания в большом мире, и только благодаря этим урокам они имеют шанс на выживание. Медоед считается настоящим охотником только после того, как справится с серьезной добычей – ядовитой змеей. Взрослые особи медоеда не боятся залезать в пчелиные улья ради личинок рабочих пчел и меда. Именно благодаря их страсти к меду данное животное и получило свое название. Если медоеды сталкиваются со львами или леопардами, они пытаются запутать хищников, выдавая себя за атакующих. В случае неудачи барсук излучает неприятный запах, подобно скунсу. Таким образом, он выигрывает время и уходит, оставляя больших кошек с пустыми лапами. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!